Это ее самостоятельная работа. Я только снял стружку и как-то там чуть-чуть совершенно подправил. Это ее высказывание, это ее личная тема, боль, и она хочет с вами поделиться этим. Ярослава Пулинович, Наташа мечта, Алиса Телегина. Поехали. Короче, Коля, это все, что говорили. Я была этого нифига. Чё? Сказать, как было? Еще чё? Вот это не завернуть? Ладно. Случилось. Днями нормально рассказываю. Это случилось в прошлом году. В сентябре. Мы тогда только вернулись с лагеря. Я даже немножко рада, что мы вернулись. Что в лагере были одни комары. А в комнатку мне поселили Таньку Согласную. Поэтому по ночам я видела комаров и жопу. А мне хотелось другого. Прикольного? Там было только то, как Витя с Лехой трусы сначала не так ржали. Мне было даже немножко жалко Леху. А мы что, прикольно, что ли? Вот. Нам сказали, собирайте вещи, поехать домой. А мы собирали. Я вот Таньки Согласной стащила заколочку с бусинками. С чем же трясся заколочка? Потом мы сели в автобус, и я немножечко расстроилась, потому что поняла, что заколочку мне не поносить. Таньки сразу пропали. Тогда я решила, что когда у меня появится мальчик, на встречу к нему буду ходить с заколочкой. Но пока не появился, пусть лежит, я тут в воду глядела. Правда, мальчик у меня был, я не лохушка какая. Мы с ним только так, на всех бухалках вместе были. Целовались пару раз, у него так изо рта картошкой воняло. Никогда не думала, что так противно. Я вас никак не скачу, целуюсь и думаю, блин, а если от меня тоже картошка воняет, я просто не чувствую. Когда в него бежала, долго мыла рот с мылом, думала, если не вонял, что воняет. А потом девки потащили меня в туалет курить. Я пошла с ними. Светка, бухая, открыла окно, говорит, слабо прыгнуть. Я говорю, ты чё, дура тупая, совсем мозги прокисли? Кто прыгнет, блин, 3-й этаж? Она такая, не знаю, ты не прыгнешь. Я говорю, что, кстати, я не прыгну. Она такая, ну прыгни, прыгни. Я говорю, слушай, ты не забыл, сисяска, попутала что? И такая раз, я машину распахиваю. Нет, в этот момент я, конечно, немножко струсила. Но отступать было некуда, я очень все мне преследовали. Я на нее такая смотрю, типа, ты, корова. И вниз. Я не помню, что
Никогда не думала, что прыжок с третьего этажа исполняет желание. Нереально, теперь попробуйте. Только проговаривать, или его надо быстро пошутить, вы ничего. Очнулся я в больнице. Мне сразу сказали, что ко мне приходил какой-то интеллигентного вида парень. Я что такая думаю, не Санек, что ли? Не, ну Санек, конечно, бота, но какой из него парень? Больше таких интеллигентных друзей у меня нет. А потом пришел он. Я сразу поняла, что это он. Потому что кто еще может так взять и прийти ко мне в больницу? Правда, про замуж ничего не говорил. Сказал, что он журналист из газеты «Шишкинская искра», что он очень хочет написать про меня в газету, мне только нужно ответить на пару вопросов. Ну так, меня обжарят с воспитки или нет, хорошо ли нас кормят, сколько денег и все в таком духе. Ну типа, почему я из окна выпрыгнула? С собой хотела покончить, или просто так довели меня уже. Я даже немножечко расстроилась. Потому что вон Ира Горбуненко в прошлом году тоже брали интервью. Я победила в конкурсе «Резьбы по дереву». Когда спрашивали не про Пита, а про творческие планы. Так и было написано. Ирина, какие у вас творческие планы? Мои творческие планы — выжить на 9 мая досочки с самолетиком, раздать их всем учителям. Фото в полстраницы. Красивая. Все девки обзавидовались. Я тоже немножко позавидовала, а потом подумала, зато у меня цвет натуральный, а Ирка крашеная. Сразу успокоилась. Этот журналист, Валера, приходил ко мне на следующий день с такой штукой, диктофон называется. Туда можно всякие слова говорить, она их потом повторяет. Валера мне спрашивал, обижают ли дети из школы или нет. А сейчас я ноги вбиваю замок на умывалке, че лохушка, какая меня обижать? Про родителей спрашивал, помню или нет, что там было. Я такая: Валера, моя мама назвала меня абортом, а я возьми и выжил. Ну, как хотела жизнь, даже прикинуть, чтобы понимал, с кем разговаривать. Че, кровать пустенела, что буду ему рассказывать, но мамку замочила. Потом Валера спросил меня: Даша, а какая у тебя мечта? Тут я поняла, что это он. Потому что меня до этого никто про мечту не спрашивал. А он так взял и спросил. Я, конечно, говорю: Валера, мы с вами взрослые люди, какая мечта, работать надо. А сама по себе такая думаю: спроси еще. Я, наверное, потупила, что ответил. Надо было сразу ему все про мечту рассказывать, чтобы он все понял и сказал: Даша, ты реально самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж. Знаешь, что я требую, испугалась? Ну кто раз записывает? Шагать, я ему могу про мечту рассказать, а если кто еще услышит, смеют же. И поэтому я вот так ответила, ничего такого не сказала, сказала, чтобы я выздоравливала и пришла в редакцию в газету, когда меня выпишут. Выписали меня через неделю, сказали, что я тяжести не таскала, мне это самое не напрягался, такой синяк остался здоровенный, на кошку похож, до сих пор видно глаза. На Светку подтягиваю, умывалку, говорю, говорить надо. Мы с ней зашли, я за волосы схватила, говорит: ты что творить, должен такие поста устраивать? Я попутала, что ты понимаешь, как он упал, я за волосы по полу таскаю. Потом надоело, в комнату к себе пошла, типа сплю, залегла, а сама все про себя повторяю: Даша, какая у тебя мечта, Даша, какая у тебя мечта? Ну, повторяла, реально заснула. Мне же в школу не надо было. В общем, я проснулась уже день, девки в школу приходят, переодеваются, воспитки заходят, типа дневники проверить. Сама все на меня косится. Болеешь, говорит Наташа? Болею, говорю, Рысь Степановна. А драться не болеешь? Я вот какой драться, Рысь Степановна, себя тебе какой. Она мне: а почему ты согласна, ответила? Как ты Светку за волосы таскаешь? Я думаю: падай же, ты резко, ничего такого, хоть бы на кошку, что ли, доперла. Мне ничего такого не было, Рысь Степановна. И тут Светка, она сумку до этого стояла, разбирала, глазки свои поднимает, такая хлоп-хлоп, что такого не было, Рысь Степановна, мы так дурачились. Ну ты понимаешь, что Светка, она хоть дура прыщавая, самая лучшая подруга. Я в столовке на обеде отзываю, говорю: слушай, я сидела есть, все как есть, про Валеру сказала. Она все поняла, молодец, говорит: ну, надо собираться в редакцию топать. И типа я с тобой пойду посмотрю, на него он или не он, ну, думаю, ну хрен с тобой, красная шапочка. Только не молюсь сильно, не дальше идем.
Надо сразу дать ему понять, что мы не обыкновенные, не тёлки заборные, хотя домские цены все знаем. В общем, собрались мы. Я за полочку с соблазнительным спалем нацепила и пошли. Приходят такие деловые, типа, где бы нам Валеру найти, где какого-то спрашивают. Он вон в тот кабинет, говорит, там что-то табличка на двери. Посёвая. Редакция Шишкинской искры. Мы зашли, а там народу человек 7. Все в компах сидят, мониторы врылись и курят все. Я от этого дыма даже ничего не поняла, куда идти. А потом такая смотрю, и вот он, родной мой, в углу окна сидит, я ему говорю, привет, Валер, как дела? Он такой, привет, Наташа, хорошо, дела? Ты за газетой, да? Я такая, да, ну вообще, значит, как ты? Он такой, хорошо. Газету не протягивай. Ну и туда поняла, что если я ему сейчас главного не скажу, так мы разойдемся, как корабли в гавани. Я ему такая, Валера, я тебе не все рассказала, поговорить бы нам. Вот такой, давай поговорим. Я говорю, ну не здесь же. Прогуляться может. И тут он говорит, приходи завтра в 6 в парк, после редакции которой. Я тебя, говорю, ждать буду. У меня же подгушки такого счастья спотели, приду, говорю. Он такой, ну иди. Ну я пошла. Да не вижу ничего, даже на Светку налетела. Она до моего входа стоит, прощай, бунтов, мне кабинет освещает. Она такая, ну чё? А я даже сказать ничего не могу. В голове все вертится, Наташа, какая у тебя мечта, Наташа, какая у тебя мечта? Ну как запела. Даже не помню, день прошел. Постоянно бегала в зал, часы смотреть, когда уж завтра. А еще когда пришли, согласен сразу кошку пропалила, как давай положите. Завалили порезку, говоришь, отрез вонючий. А самой даже ругаться не хочешь, такая добрая стала, еще удивительно. В другой раз, может, ты с ноги-то, а тут рукой мне махнула, в комплекс пошла, залегла, под одеяло, типа сплю. А потом, после отбоя, я в туалет вышла. Газету эту, которую мне Валера дал, из пижамы достала. Я просто так решила, что я сначала сама ее прочитаю, а потом уже другим там почитать. Потому что там же про меня написано, правильно? И Светка всю дорогу ныла. Да, говорит, почитай, не светишь, базару ноль читать учись. Сейчас сижу я, читаю. Нет ничего про меня. Нет, должно быть. Нету. Поэтому читала вся, даже кроссворды все проверила. Нет ничего. А потом наоборот, мелко так, про какого-то мента, про то, что даже столкнулись. И про меня. Правда, про меня так было написано. Так было написано, воспитанница детского дома Наталья Панина. Выпрыгнула с окна 3-го этажа. На вопрос журналиста девушка ответила, что прыжок совершил случайно, не имея цели покончить с собой. На данный момент здоровье от Наташи не вызывает опасений. Фотки нет. Даже обидно стало, блин, имя, фамилия, фотки нет. Опять наша Вера Горбуненко вспомнила, а потом подумала, я-то тебе журналистам буду знакома. Чего фотку, может, не напечатать? В общем, я, кстати, я уже прям минуты считала, когда, и что такое, думаю, нет, по-нормальному, по-хорошему, если тебе опоздать не надо, а потом, когда думаю, если я опоздаю, а он потому что я не пришла, сам идет, и, короче, вот этот парк полшестого приперлась, сижу в пьянской месте, даже не курю, жвачку бедную жую. Я не помню, как я там сидела, думала, он не придет уже, а тут его голос со спины раздается, привет, говорит, Наташа, я же пыталась увидеть, не подала, привет, Валера. Он такой начал рассказывать, а я, блин, сижу, так как ложь головой мотаю, такая, ща, в смысле, соберусь, он такой, обижать вас там, я такой, да, бывает. Он такой, а что, типа, из окна выпрыгнула, с собой хотела покончить, да? Нет, я, конечно, такого не хотела, Светка дура. Я все равно говорю, да, хотела. Он такой, Наташа, может, ты хочешь сок там или газировки? Я такая, да, хочу. В общем, он пришел, сок принес. Мы с ним сидим, я ему про нашу жизнь заливаю. Не знаю, что меня нашло тогда, обычно только лохи жалуются, что лох, что ли? Мы такие еще малолетки отлавливали, раздрям кричали, что типа жизнь тяжелая, сейчас лучше сделаем. А тут прям не заткнуть было. Я ему все это рассказываю, думаю, блин, сейчас мы зачмарить, все пропало. Скажешь, что дом вшиба и уйдешь. Он сидит, слушает. Сначала меня за руку взял. Так осторожно, будто я маленькая. А меня никто никогда за руку не брал. Даже когда я маленькая была, брали за то, как заведующие в детском садике. Я ведь не маленькая уже. Сердце так бум-бум-бум, думаю, надо было крем взять у Светки, руки на вас, вдруг не шершавые.
рассказала. Про девок наших, про дикачей, про воспитанных. А потом он такой: Наташа, говорит, я тебя там провожу. И мы пошли. Иду я и думаю, что ж город у нас такой маленький. Не погулять даже нормально. Вот были бы мы в Москве. Я бы ему все рассказала. И потом мы бы с ним всю ночь шли, и на утро он бы мне уже сказал: Наташа, ты реально самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж. Если бы в Москве. Для этого же время надо, силами собраться, чтобы. Но какое время, когда весь город можно за час обойти? И потом будет дом уже. Он мне так обнял и сказал: Наташа, береги себя. Наташа, береги себя, я вообще не помню, как я там дошла, что там по спикам гнала. Первый раз такое было. Обычно даже на всех бухалках все помнила, а тут как заболела. Пришла, лежу такая, после отбоя уже, пусть на тени воздух, а я все думаю: блин, Наташа, береги себя, Наташа, береги себя. Потом такое началось, никогда такого не было. Он на струсе даже целовать, а я о нем и не думала даже, а тут из головы не выходит и все. На уроках сижу, о нем думаю. Даже сочинение на 4 написала, там про это надо было. Ну как это? Татьяну из этого, такого. Не помню, короче. И все время в окно смотрела, думала, вдруг он придет. И, ну, понимаешь, дура, что знаешь, в какой комнате я живу, все равно смотрела. Даже глаза стали болеть от постоянного смотрения. И девки такие: ты чё? А я такая: ничего. И дальше смотрю. Потом я как-то из школы пришла, мне такая типа воспитка: Наташа, зайди. Я так понимаю, что попалилась где-то, что-то не то. Я захожу, Рейса стоит, где-то в руке держит. Типа: чё, Ваня, девятку захотела, да? Нет, она всех девяток пугает. У меня такое лицо было, я поняла, ну посмотрите на что, еще пару занятий мне накатать, все, прощайте, девки. Я такая: что случилось? Она такая: я смотрю, у тебя жизнь тяжелая, может, девятки лучше будет. В руку мне вцепилась, падла, шипит, как змея. Ты сейчас похренел, ты дебил, что ли? Ты чуть пальцем, что ли, кто коснулся? Я думаю, ты попробуйте, потом углы все пересчитайте. Я помню, это даже Степан меня даже так в башке ударил, когда я маленькая была, что неделю голова болела. Я думаю, ты забыла, что? Я ничего не забываю, значит, собираюсь, только пробовать кто. Ну, потом такая думаю: блин, а что это она? Ну, про что я этого спрашиваю? Она такая: газету мне подтягивает. На, говорит, почитай. Красавица наша, умница. Журналисты мне интервью берут, видите ли. Такая: ты что, по-хорошему, Наташа, потому что ты зла желаешь. Харь, блин, ты хочешь говорить. В общем, я взяла эту газету, пошла в толчок, сижу, читаю. Там все, как я Валерия рассказала, написано. Думаю, нахрена такое писать? Что к тебе, одному тебе, ты что, совсем берегов не чуешь? Да ты мой сучара. А потом думаю: что там сучара? Может, он как лучше хотел, чтобы там прочитали, чтобы меня забрали отсюда, он же не знает, как это все. Потому что такая фраза была: эта девочка за свою короткую жизнь пережила очень многое. И становится страшно от мысли, сколько у нее еще всего впереди. Переживет ли? Мне так хорошо стало, что ему страшно за меня. Впервые кому-то за меня страшно стало. Я даже газету эту, где имя его написано, целовала. Думаю, пофиг вообще на воспитку. За мной реально сила появилась. Что, шишки в крышку, что ли, попрыгала? Кишка тонка. Потом я как только в башке на этой девятке с бабкой. 5 раз уже обещала, в этот раз решим. Но я ищу Светку, говорю: слушай, меня в девятку отправляют. Она такая: и чё? Ну, типа, Макса забрать, он там Гульке пишет, что реально пацаном там стал. Ну, типа, там вообще, если ты тут нормальный девчонка, ты там нормальный девчонка. Если здесь лохушка, ты и там лохушка. Типа, правильно я говорю? Я говорю: ты да, отвечаю. Я сама раньше не думала. Вот правда, я тут девятку, вообще богу хоть десятку. Ничего, что сильно нужна. Там, говорят, школа лучше, хоть вообще не ходи, все равно трек не тянут. Гулять может, только с территории не выходить. Потом думаю: как я с Валерой биться буду? Слезы так в глаза давят. Бежал в толчок, скажу, рыдаю, как дура. Мне Светка стучит, говорит: ты чё, открой это, пошла ты!
года 4 было. А мамку мою на полгода в тюрьму забрали. И я у ее подруги жила, тетя Аня. Тетя Аня меня не била, как мамка, только вещь трогать запрещала, у нее был видик, она боялась, что сломаю. В общем, тетя Аня как-то пришла с работы, такая: мамке письмо пришло, танцуй. Я такая: как танцуй? Она такая: танцуй. Я потанцевала немножко. Она такая: а ты танцуй, платье снимай. Я говорю: не буду. Она такая: ну письма теперь не получишь. В комнату к себе ушла, ржет, пьяная была сильно. В общем, я посидела. И скажу к ней, говорю: давай письмо. Он дрыхнет уже. В общем, я у нее письмо тогда из кармана достала и долго на него смотрела. Я поняла, что написано было. Там было написано: Наташа, я тебя очень сильно люблю и очень по тебе скучаю. Правда, так и было написано. Хотя я еще читать не умела. Я это письмо потом часто доставала и смотрела на него долго. А потом, когда мамку выпустили, я это письмо показала. Она его у меня забрала. Ну типа, наверное, подумала, зачем мне письмо, если она уже вернулась. У меня фотка одна мамкина есть. Такая маленькая, черно-белая. И мамка на ней такая маленькая, ей там лет 14. Такая зажалась вся, прям как лохушки наши. Я про нее так не думаю, потому что ты мамка моя. И она по-другому сжалась, что ее прям хочется обнять, сказать: мамка ты моя, мамка. Помнишь, ты мне письмо написала? Ведь то самое было, что я тогда подумала, да? Если подумать, то мамке бы просто не повезло. А ведь никому, кроме меня, не нужна была. А я теперь Валерия нужна. Я думала обо всем этом и слезы как думала я об этом, думала, даже поискать в тот день, блин, забыла. Блин, как он там? Где он там? Увидеть его хочу, сил нет, что делать не знаю. Но я подхожу к Светке, просто слышала, как здорово фигня творится. Она такая: чё, типа, ты не понимаешь, что делать надо? Она красит, там, наведи красоту, приходи к нему, здравствуй, зайка, это кролик, все в таком духе. Что теряться, типа, жизнь одна? Я так думаю: блин, Светка как дура прыщавая, такие мысли иногда берутся, что откуда спрашивается? Я думаю: да, надо действовать за колочку, нацепила. Такая вся пришла, редакция Мадонны из картона. Захожу, смотрю, сидит, пишет что-то. Я вот такая: привет, Валер. Он такой: привет, Наташка, чаю хочет, как хочу. Он говорит: ну типа, иди еще чайник поставлю. Я сижу, что сказать не знаю. Я не понимаю, что про музыку надо, про фильмы. Он же человек высокой, блин, культуры. Какие у нас в детдоме фильмы? Хотела про музыку, а в голове как заездно-то. Собирай меня скорее, возьми. Ну, песня такая, может, знаете, по ней захотят сейчас колбасимся. А он конфеты достает. Говорит: Наташа, угощайся. Только мне, типа, работать надо, мне писать, работы много. Я опять в комп свой уставился. Я такая сижу, конфеты лопаю. Я на него все время смотрю. Красивый его. Ресницы, как у девочек. Длинные. Вот никогда не думала, что такой фигне запарюсь. Смотрю и думаю: блин, ресницы, как у девочек. Он
что-то. Я такая думаю, не, ну, уже чай допила, смотрю, уходить надо. А он все пишет, я на него смотрю. Он такой, ну, Даша, ты же воспитки, наверное, потеряли. Не потеряли, опять смотрю так на ресницы. Он такой, ну, типа, говорит, если проблемы какие будут, приходи. Я такая, без Б приду. Не, ну, понимаешь, что уже выходить надо, то подумать еще что. В общем, пошла я и думаю, а какие у меня могут быть проблемы? Надо, чтобы серьезные были, чтобы большие, чтобы прийти потом можно было. Я, короче, Светку отзываю, говорю, слушай, проблему надо думать. Она такая, ну не знаю. Может, ты СПИДом болеешь? Я говорю, ты что, дура, что такое говорить? Она такая, ну типа, а что, вот больных всегда жалеют. Я вот когда с воспалением лежала в больничке, меня все жалели, воспитка тоже. Ботаничка вторая поставила вместо меня, говорит, что, не проблема, что ли? Я говорю, нет, да, другую. Что Светка подумала. В туалет сходила, подумала, приходит, говорит, я знаю. Может, тебя удочерить хотят. Спаться. А ты не хочешь. И тебя в спальню отправляют, а твой будущий папочка это как он? Извращенец. И вот ты это знаешь, а тебе никто не верит, тебя в спальню отправляют. Слушай, Светич, что курила, где я взяла? Какие спанцы, ты о чем? Ты Земфира обслушал, детка не канает. В общем, мы с ней думали, так ничего не придумали. На следующий день я к ним опять так пришла. Без всякой проблемы. Мы с ним чай пили. Он писал, а я на него смотрела, как жена писателя какого-нибудь. Писатели же были жены. Вот. И тогда я поняла, что он мой. Что я больше никому не отдам. Потому что у меня еще никогда ничего моего не было. Теперь есть. С какого-то хрена я кому-то что-то отдавать должна, если это мое. Это не так мое, как заколочках, согласен сказать, как джинсы, там, не тетради. Нет, это такое мое, что и в карман не засунешь, и не выкинешь, и не доест никогда. Прям, ну, мое, и даже не объяснить, как мое. От этого вот здесь, в груди, тепло. Тепло. Потом не хочу говорить. Нет, не надо, не буду. Чего вы все смотрите? Чего вы все на меня смотрите? Я виновата, что ли, в чем? Я вообще этого не хотела. Просто потом я пришла, мне сказали, а Валеры нет. Дядя какой-то подошел в коридоре и сказал. И за руку так берет его, провожает. Я такая, ладно, без боя ушла. На следующий день опять прихожу, у меня опять Валеры нет. На следующий день тоже я все приходила. Мне сказали, что приходить больше не надо, что больше не работает. Мне плевать было, я не чувствовала, что он там. Я это здесь чувствовала, сердцем, легким, всем. Я по городу стала ходить. Ну, пускай меня убьют сейчас. Пусть меня маньяк какой-нибудь задушит, пусть меня машину собьют. Один раз даже ночевать не пришла. Забилась в какую-то лавку. Сидела там полночи. Потом его увидела. С ней. Сука. Они шли. Держались за руки. Потом без уже. Он ее так обнял.
поцеловал. Мне вдруг захотелось умереть, стать маленькой-маленькой. Мне вдруг захотелось стать точкой. Просто точкой, как на доске на математике рисуют. Чтобы не жить, не помнить, чтобы не было ничего. Я даже не плакала. Я просто стояла там, смотрела, думала: мамочка, бери меня отсюда, мама. Потом до обратно шла, такая злость накатила на швыру эту. Какое право она имела с ним целоваться? Какое право она имела забирать его у меня? Он мой был. Мой! Я его никому отдавать не собиралась. А тут она пришла и нате его. Ай, мне своего, что ли, нет? Мне все есть. Все! Мы с родителями в доме жить, мне помада, сотик, одежду всякое, а пойти печенье килограммами, сука, треская. Первая его нашла. Я первая в него влюбилась. А потом я пришла, девок собрала, да ну, говорю, проучить надо. Ну, я 2 дня кролю этого подъезда и запомнила, в порядке темно было. Потом мы пойдем, говорим, сказали, там за гаражами уже не хотели, чтобы все было так. Не специально было. Просто я ее за волосы где-то держала, возила Светкой, ей рожу корябала. Это горько, давай каблуком по башке бить. Мы не хотели ее в кому. Мы не хотели эти особые тяжести наносить, как их там, не было никакого предварительного сговора, как здесь говорят, не было. Это все ваш следователь написал, что хотели, типа, и вообще. Так что, уважаемый суд, я прошу пересмотреть мое дело заново. Ведь она же не умерла. Выживет! Через кого, что ли, не выберется? У нее родители денег много, не говорили, вылечат ее! Мне теперь за этой в зоне сидеть, да? А я в чем виновата? Просто я Валеру любила. Просто хотела, чтобы он был мой, что мы с ним вот так вот сидели, чай пили, а потом подошел ко мне и сказал: Наташа, ты реально самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж. Наташа, ты реально самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж, Наташа, ты реально самая клевая девчонка. Потому что ей это еще, может, 10 раз скажут. А мне? Я ничего такого никому не хотела. Я просто хотела, чтобы с тобой и шоколадными конфетами, и чтобы все девки за нами шли и нам завидовали. Только это не самое главное. Главное, чтобы меня любил, чтобы он подошел ко мне и сказал: Наташа, ты реально самая клевая девчонка на земле, выходи за меня замуж.
нас нет мечты. Заколочка согласенская у меня в камере сломалась. Остались только бусины. Вот. Здравствуй, мама!